Привет! Меня зовут Сергей. Сегодня мы с вами сплетем 3D фигурку в виде горошка. И этот горошек даже сидит в своем стручке. При желании вы эти горошинки можете из стручка вытащить и как-то отдельно с ними играть, а потом засунуть их обратно в стручок. Вот такие кругленькие горошки получатся. Я надеюсь, что этот урок, как обычно, вам понравится, поэтому давайте начнем. Приготовьте ваш станок. Его ряды расположите так, чтобы центральный немножко выходил вперед по сравнению с двумя крайними рядами. Открытые стороны столбиков первых двух рядов смотрят в правую сторону, а открытые стороны столбиков дальнего ряда смотрят в левую сторону. Плести мы будем в этой части станка. Сначала мы сделаем стручок, а когда его закончим, то будем создавать горошинки, которые в этот стручок можно будет вставить. Сам стручок я буду делать из салатовых резинок. Вы можете, если салатовых у вас нет, использовать зеленый или темно-зеленый цвет. Или вообще любой другой. Берем одну резинку и накидываем ее с первого столбика левого ряда на второй столбик правого ряда по диагонали. Берем еще одну резинку и накидываем со второго столбика левого ряда на первый столбик правого ряда. У нас получилась буква X. Чуть выше сделаем еще одну такую же букву X. Сначала одну резинку, а затем вторую накидываем. Чуть выше еще одну букву X. И всего мы должны получить 5 таких элементов. 3 сделали, 4 и 5 элемент. 5-я буква X. С последних столбиков накидываем резиночки теперь на центральный. И с правой стороны тоже. На последний столбик центрального ряда, на котором есть резинки, накидываем 3 оборота. Накинули, получился 1 оборот. Закручиваем 2 и 3 оборот. Приступаем к процессу плетения. Он у нас начнется здесь, и мы будем все резинки вправо плести. Заводим крючок внутрь, отодвигаем 3 оборота и захватываем резинку, которая находится выше всего. У меня она относится к столбику правого ряда. Вновь заводим крючок сюда же, захватываем следующую резинку, и она относится к столбику левого ряда. Теперь здесь заводим крючок в столбик левого ряда, отодвигаем верхние резинки и захватываем нижнюю. Снимаем со столбика и накидываем на тот, которому она принадлежит, то есть на столбик правого ряда. Отсюда теперь захватываем изнутри резинку, снимаем и накидываем через центр на столбик левого ряда. Далее изнутри захватываем следующую, накидываем слева направо, отсюда справа налево через центр. И так продолжаем плести все резинки до конца станка. Последние резиночки доплетаю. И базовый слой у нас готов. На всех столбиках опускаем резинки вниз. И сейчас мы будем накидывать следующий слой, который будет состоять из одинарных резинок, накинутых по периметру. Кроме вот этих двух столбиков. Их мы резинкой не соединяем. У нас получится круг, но не замкнутый. Начинаем вот с этих столбиков, с первого на второй, со второго на третий, с третьего на четвертый и так далее по всему периметру.
Отлично. Вот так мы резинки накинули. Сюда ничего у нас не накинуто на эти два столбика. Теперь с каждого столбика снимаем по две резинки, которые относятся к нижнему слою. Натягиваем их и с внешней стороны скидываем со столбика внутрь. Здесь с внешней стороны внутрь. Далее здесь. На следующем столбике. Продолжаем. На центральном столбике аккуратно захватываем нижние резинки, скидываем их внутрь. Чтобы удобнее было работать с дальним рядом, я поворачиваю станок другой стороной и теперь снимаю нижний слой уже здесь. Опускаем все резиночки вниз. И делаем следующий слой. Точно так же, накидывая резинки по периметру, не соединяя вот эти два столбика. И снимаем с каждого столбика резинки нижнего слоя. На первых столбиках к нижнему слою относятся по одной резинке. Здесь одну, а на остальных столбиках по две. Поверну станок для удобства. Опускаем резиночки вниз. В процессе плетения дальнейших рядов, которых нам еще нужно сделать 16 штук, мы будем снимать резинки с первого столбика центрального ряда. То есть, когда мы сделали слой и скинули резиночки, также снимаем все резинки вот с этого первого столбика. И так нам нужно сейчас сделать еще 16 точно таких же слоев, как мы сделали только что, накидывая резинки по одной штучке и затем снимая нижний слой. В процессе этого плетения с центральных столбиков резинки поднимайте наверх, чтобы у вас этот стручок потихонечку выходил. Можно уже сейчас поднять наверх. И делаем еще один слой. Снимаем резинки и так далее, далее. И я сделаю за кадром тоже 16 слоев. Ну что ж, все слои, которые нужно было, я сделал. И сейчас нам нужно, во-первых, давайте посмотрим на то, что у нас получилось. Вот такой будущий стручок. И сейчас нам нужно посмотреть, как его следует завершить. С центрального столбика нам нужно скинуть пару резинок на столбик левого ряда. Снимаем вот эту пару и накидываем на столбик левого ряда. Теперь на этом столбике левом мы заводим крючок внутрь и захватываем нижнюю пару резинок изнутри. Снимаем их с этого столбика. Также снимаем пальцами со столбика резинки, которые на нем остались. А резиночки с крючка переносим на столбик правого ряда. Теперь уже на этом столбике захватываем пару изнутри, нижнюю пару, снимаем ее со столбика. Также снимаем со столбика резиночки, которые на нем остались. А то, что находится на крючке, накидываем на столбик левого ряда. И уже на этом столбике теперь снимаем нижние резинки изнутри, захватываем
и накидываем направо. А то, что осталось здесь, снимаем пальцами. И таким образом мы с вами то влево, то вправо, то влево, то вправо гоним эти резинки, пока не дойдем до самого конца станка. Изнутри следующие. Это все снимаем со столбика, что на нем осталось. Перекидываем на столбик левого ряда. На нем изнутри на столбик правого ряда. В левую сторону. Дошли почти до самого конца. Сейчас я снимаю и накидываю на предпоследний столбик. И на нем уже внизу одна резинка, а не две, как обычно. Но мы эту одну тоже изнутри захватываем. Снимаем со столбика, снимаем то, что на нем осталось. А также накидываем на крючок одну резиночку, которая у нас осталась на другом столбике. Немножко затягиваем. И из этой пары нам нужно сделать не петлю, а просто убрать крючок и завязать эти резиночки для прочности в узелок. Берем и обычный узелок завязываем. Затягиваем. Можно еще раз завязать такой узелок. Отлично. И чтобы эти петли не торчали, их можно вплести куда-нибудь в соседние петельки. Я захватываю соседние петли, вот эти торчащие, и вплетаю их внутрь. Еще какие-нибудь можно захватить и продолжить процесс вплетения. Ну вот, теперь они не торчат, и получившуюся деталь нам нужно вывернуть наизнанку. Вот такой получился стручок. Откладываем его в сторону и переходим к созданию непосредственно горошинок. Где-нибудь в центре станка выбираем столбик, например, вот с этим будем работать, он у нас является центральным. Вокруг него мы будем накидывать резинки парами, как будто лучики, идущие из центра. Две резинки накидываю, затем беру еще две. Накидываю на соседний столбик, на центральный и на соседний. Еще две. Если вы смотрели урок по созданию вишни или по созданию колобка, мои уроки я имею в виду, то вам будет совсем просто, потому что процесс плетения горошка это по сути тот же самый колобок или та же самая вишня, которые мы делали раньше. Но если не смотрели те уроки или немножко забыли, то по этому уроку смотрите процесс плетения. Теперь две резинки берем и накручиваем их на центральный столбик 3 оборота. Накинули, получился один. Закручиваем второй оборот и закручиваем третий. Теперь эти резинки нам нужно сплести или накинуть из центра на те столбики, которым они принадлежат. Завожу крючок в центр и отодвигаю пару резинок, которые мы только что закручивали оборотиками.
и захватываю пару, которая находится выше всего. Снимаю со столбика и вижу, что эта пара у меня идет вот отсюда. Я ее сюда и накидываю. Изнутри, из центра захватываем следующую пару. Она у нас идет вот с этого столбика, мы поэтому ее сюда и накидываем. Далее еще одна, третья пара сюда идет, а дальше уже все гораздо проще. Еще одна на соответствующий столбик. Еще одна. И последняя. Последняя пара у нас идет вот на этот столбик. Опускаем все резинки вниз. И сейчас по кругу накинем парами на все столбики. 2 резиночки. Еще 2. Еще 2. И снова 2. И еще раз 2. И последний раз 2. Замыкаем круг. У нас получился один полноценный слой. С каждого столбика теперь захватываем резинки нижнего слоя. По 4 штучки на каждом столбике. И скидываем с внешней стороны внутрь. Здесь тоже. На центральных столбиках захватываем нижние 4. Скидываем со столбика. Вот с этого центрального тоже. Чтобы удобнее было работать с дальними, я поворачиваю станок другой стороной. Отлично. Опускаем получившуюся конструкцию вниз. И сейчас нам нужно увеличить размер нашей фигурки. И увеличение будем делать вот с этих угловых столбиков сначала. Например, с этого. На нем захватываем верхнюю пару резинок и смотрим, откуда она идет. Кажется, как будто бы она идет ровно из центра. Эта пара нам и нужна. Мы накидываем ее на соседний столбик. Теперь с этим столбиком разбираемся. На нем захватываем верхнюю пару резинок, снимаем и видим, что эта пара идет со столбика этого же ряда. Такой вариант нам не подходит. Нам нужно, чтобы пара шла из центра. Поэтому придерживаем эти резинки, захватываем оставшуюся пару и видим, что она идет как будто бы из центра. Так кажется. Но на самом деле она вот отсюда идет, с этого столбика. Но кажется, как будто бы лучик из центра. Такой вариант нам подходит. Мы накидываем эту пару на соседний столбик. А вот это возвращаем обратно. Поворачиваем станок и разбираемся вот с этими теперь столбиками. Захватываем верхнюю пару. Откуда идет? Как будто бы из центра. То, что нам и нужно. Накидываем на соседний. Здесь захватываю верхнюю пару. Откуда идет? Со столбика этого же ряда. Не подходит такой вариант. Придерживаем пальцами. Другую пару снимаем. Из центра. То, что нужно. Накидываем на соседний столбик, а вот это дело возвращаем обратно. Теперь нам еще нужно расширить резинки вот с этих центральных столбиков. Но здесь все гораздо проще. Мы захватываем 4 резинки на столбике, которые лежат, натягиваем и накидываем на соседний. И здесь точно так же. Захватываем все 4 резинки, натягиваем и накидываем на соседний столбик. Опускаем все резиночки вниз. И сейчас по получившемуся большому кругу накидываем целый слой из пар зеленых резинок. Отлично. И теперь с каждого столбика снимаем резинки нижнего слоя. На вот этих и этих столбиках по 2 резинки,
А на центральных столбиках к нижнему слою относятся 4 резинки. 2, 2, 2, 2. Центральный столбик здесь 4, захватываю, скидываю. И с этого центрального захватываю 4 и скидываю. Поверну станок и разбираемся с оставшимися столбиками. Опускаем все резинки вниз и делаем следующий слой. А он уже будет слоем с глазами. Для создания глаз нам понадобятся черные резиночки. Возьмем одну и накрутим на крючке 2 оборота. Захватываем эти 2 оборота и накидываем на крючок еще раз. Подготавливаем 2 зеленых и накидываем на кончик крючка. Снимаем вот эту черную. И то, что у нас получилось, размещаем на столбике левого ряда, а другую часть на столбике центрального ряда по диагонали. Здесь сделаем еще один точно такой же глаз. Накрутим 2 оборота, захватываем, накидываем еще раз на крючок. 2 зеленых резиночки. Снимаем оборотики на эту пару и размещаем одну часть на столбике центрального ряда, другую часть на столбике правого ряда. Чтобы слой получился полноценным, на все оставшиеся столбики по периметру мы накидываем по 2 резинки. И далее снимаем с каждого столбика резинки нижнего слоя. По 4 на каждом столбике. Опускаем все вниз и делаем следующий слой, который у нас будет слоем с щечками. Для создания щечек мне понадобятся 2 красных резинки. Возьмем одну и накрутим точно так же, как и в случае с глазами, 2 оборота и потом еще 2 оборота. Все это перекидываем на 2 салатовых и размещаем на тех же столбиках, что и глаза. Над одним глазом одна щечка. И сейчас сделаем еще одну щечку, которую расположим над вторым глазом. 2 оборота, захватываем, накидываем еще раз. 2 зеленых резинки, снимаем на них вот эту красную и размещаем над другим глазом. И опять же, чтобы слой получился полноценным, на все оставшиеся столбики накидываем пары резиночек. Из каждого столбика снимаем резинки нижнего слоя. Опускаем резиночки вниз. И сейчас сделаем рот.
Для создания рта нам понадобится одна черная резинка. Накручиваем ее 2 оборота на крючке. Далее захватываем все резинки, которые находятся на столбике между щечками. Все 4 захватил и аккуратненько снимаю на них 2 оборота черной резинки. Теперь скидываю эти зеленые со столбика. Снимаем. Передвигаем черные ближе к центру и возвращаем обратно на столбик резинки, которые только что мы временно с него сняли. Черная резинка у нас очутилась внутри. Прежде чем накидывать следующий слой, давайте центральную часть поднимем немножко наверх. Для этого я захватываю вот здесь резиночки и аккуратно вытаскиваю их наверх. Делаем сейчас самый обычный слой, накидывая резинки по всему периметру. По 2 штучки, как обычно. Снимаем нижний слой. Опускаем все вниз и сейчас уже переходим к этапу сужения. Будем уменьшать количество столбиков. Сначала нам нужно сделать сужение на угловых столбиках станка. Например, начнем с этого. Захватываем на нем пару верхних резинок. Смотрим, откуда эта пара идет. Видно, что она идет вот отсюда, с центрального столбика. Поэтому накидываю эту пару на противоположный. А оставшуюся пару снимаем. Она идет у нас отсюда. И поэтому накидываем ее на центральный столбик. Разберемся теперь вот с этим столбиком. На нем захватываем верхнюю пару резинок. Откуда она идет? Вот с этого столбика, поэтому накидываем на центральный. А оставшуюся пару, так как она идет с центрального, накидываем уже на столбик вот этого же ряда. Поворачиваем станок и разбираемся с оставшимися угловыми столбиками. Здесь захватываю пару. Откуда идет? С центрального. Поэтому накидываю на противоположный. Отсюда захватываем, соответственно, накидываем на центральный. И здесь у нас последний столбик остался. Захватываем верхнюю пару. Идет с центрального столбика, поэтому я накидываю ее вот сюда. А оставшаяся пара у нас идет на центральный столбик. И на данном этапе на вот этих столбиках у нас получилось по 6 резинок. А на центральных столбиках по 8 резинок. Поэтому 4 нижних с центральных столбиков нам нужно снять. Захватываю 4 нижних резинки и скидываю с этого столбика. Здесь тоже захватываю 4 нижних и скидываю с этого столбика. Сначала сейчас опустим резиночки вниз. И далее нам нужно с центральных столбиков перекинуть резинки ближе к центру. Например, начнем вот с этого столбика. Снимаю с него все резинки на крючок. Аккуратненько поднимаю центральную часть.
для того, чтобы перекинуть петли с крючка на столбик. Вот на этот, который ближе к центру. Растягиваю резинки и накидываю на столбик. Так, теперь отсюда передвигаем тоже ближе к центру. Снимаем. Центральную часть поднимаем немножко наверх, чтобы освободить место. И накидываем с крючка петли на столбик. Опускаем все резиночки вниз, центральную часть поднимаем слегка наверх и делаем самый обычный круг, накидывая по 2 резинки. Отлично, весь слой мы накинули. И теперь снимаем резинки нижнего ряда. На центральных столбиках это 4 резинки к нижнему слою относятся, а на угловых столбиках по 6 резинок относятся к нижнему слою. Я захватываю 6 нижних и скидываю их со столбика. Здесь тоже захватываю 6 нижних резинок и скидываю со столбика. Поворачиваю станок. Разбираюсь вот с этими столбиками. 6. Скинули. Здесь тоже 6. Скинули. И остались нам центральные столбики. По 4 резинки к низу здесь относятся, к нижнему слою. Снимаем отсюда и снимаем вот с этого оставшегося столбика. Все. Мы с вами сплели нашу горошинку, но сейчас нам еще остался этап ее снятия на пару резинок. Я делаю это безопасным способом, вы делаете тем, который удобен вам. Беру 2 резинки, накидываю на 2 любых столбика, например, вот на эти. Снимаю нижние резиночки здесь и, соответственно, вот здесь. Передвигаем эту пару на следующие столбики. Снимаю, передвигаю вот сюда. На этом теперь снимаем нижние резинки. Вот эту часть пары тоже снимаю, передвигаю на соседний столбик. И на нем теперь захватываем нижние резинки и скидываем к центру. Двигаем эту пару дальше. Снимаю. Накидываю на соседний столбик, который с резинками. Скидываю с него 4. И, наконец, последний раз передвигаем другую часть этой пары на оставшийся столбик. И на нем захватываем 4 нижних резинки и скидываем к центру. Теперь вот эти резиночки нам нужно просто снять на крючок. Сначала с одного столбика и затем с другого. Станок убираем в сторону. Из тех резинок, которые у нас сейчас находятся на крючке, нам нужно сделать петельку, проведя одну часть внутри другой части этой пары и затягиваем, насколько позволяет прочность резинок. Чтобы они никуда не делись и не распустились, мы их вплетем в соседние петельки. Я захватываю какие-нибудь соседние петли, захватываю торчащую пару и вплетаю внутрь. Но это еще не все, дальше еще вплетем. Захватываю торчащую, внутри провожу. Можно еще дальше вплести, чтобы вообще от этих резинок торчащих избавиться.
Ну вот, расправляем наш горошек. Сверху можно, кстати, крючок вот так продеть и немножко вытянуть наверх часть, которая сверху головы. Чуть-чуть ротик можно вытащить при желании, чтобы он был более явно виден. Вот так. И у нас получился кругленький, замечательный горошек. Как вы понимаете, вам нужно сделать еще 2 или 3, чтобы всего получилось горошка. Я их уже предварительно сделал, и поэтому готов показать вам, как они вставляются в стручок. Но это, конечно же, очень просто. Вставляем сначала один, затем вставляем другой и вставляем 3-й горошек. Поправляем хорошенечко наш стручок-чехольчик. И получается веселая семья из 3 братьев горошков. При желании вы, конечно, можете горошек сделать другого цвета, чтобы он был более явно как-то выделялся, был более заметен в стручке. Что ж такое, не хотят они у меня сидеть здесь. Постоянно выпрыгивают. Так, так. Ну вот, кое-как я их запихнул. Надеюсь, что этот видеоурок вам понравился, и поэтому поставьте за него лайк. Подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны, и пишите ваши комментарии, впечатления, вопросы и еще что сами захотите. До новых встреч, пока!